Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас на канале совершенно необычный выпуск. Такого у нас еще не было. Должно быть интересно. Ну что, поехали! Если тебе понравится этот видеоролик, не забудь поставить лайк и подписаться. После массовой индустриализации в Советском Союзе вопрос об увеличении продолжительности жизни стоял достаточно остро. Еще во времена Сталина задумывались, как массово управлять продолжительностью жизни, кому жить, а кому нет. В срочном порядке в 70-е годы были рассмотрены идеи по модернизации медицины, и в 1981 году по всей России началась массовая стройка медицинских учреждений. Все здания были уникальны и требовали особый подход. В отличие от быстро возводимых жилых домов, больничные комплексы возводились гораздо дольше. Но в 1985 году на трон приходит Горбачев, и приоритеты государства начинают меняться и смотрят на внешнюю политику. Но проект не забрасывается, уменьшается лишь финансирование и, конечно же, скорость возведения объектов. Но с распадом СССР в 1991 году проект полностью оказывается свернутым. Волоколамская недостроенная больница. Так же, как и все долгострои нашего топа, стройка остановилась в 90-е годы. Но здание не торопились бросать. И спустя 10 лет его все-таки остеклили и пустили частично в эксплуатацию. А крыло, на которое не хватило денег, продали частнику. Однако он там ничего не стал делать, и оно стало заброшенным. Сейчас же местные власти пытаются урегулировать этот недешевый вопрос стоимостью в 150 миллионов рублей. Научный центр биологических разработок. Там, где хорошо, там и плохо. Этот замечательный центр должен был заниматься вопросами вирусологии. Поговаривают, что тут должно было разрабатываться биологическое оружие. Но после развала Союза и разрядки холодной войны объект стал не нужен вовсе. Здание так и не было достроено и было полностью разграблено внутри. Однако предприимчивые дяденьки додумались установить антенны базовой станции на столь высоком объекте. Станка-Лит. Именно так называется малоизвестное недостроенное хранилище медикаментов, практически в центре Москвы. В связи с новыми планами по развитию медицины требовалось и много медикаментов. Тогда уже на существующей территории Центра лекарственного обеспечения было решено построить новый передовой 11-этажный склад медикаментов. Огромные залы с вентиляционными выходами и местами для холодильных установок. Все это должно было содержать огромные запасы медикаментов, секретных разработок и вакцин. Однако здание в итоге было готово на 70%. Строение пытались восстановить в 2013 году, но безуспешно.
Теперь эта громадина красуется на достаточно оживленной улице, а рядом стоят действующие бизнес-центры и предприятия. Из-за постоянной охраны и наблюдения с соседних территорий здание неплохо сохранилось. Тут остались целые окна и даже не спилен металл. В дальнейшем тут планируют построить очередной бизнес-центр, но пока лишь только в планах. Хотьковская заброшенная больница санаторного типа. По задумке проекта, в больницу привозили людей после операции на реабилитацию. Не каждый может следить за собой после сложных хирургических вмешательств. Однако Хотьковская больница должна была выполнять и роль областной, но не сложилось. Проект был очень важным и финансировался Министерством обороны и конструкторским техническим бюро, ныне ЦНИЭСМ. Помимо обычных граждан, тут бы проходили реабилитацию и участники боевых действий. В здании присутствует несколько крыльев, что позволило бы разделить больницу от санаторного стационара. Оценить точную завершенность здания трудно, но она явно очень низкая и колеблется в районе 30-40%. Помимо главного корпуса, на территории еще успели построить вспомогательные сооружения. Недостроенная клиника глазной хирургии. По некоторым данным, проект клиники поддерживал сам академик Федоров, но перестройка наложила крест и на этот объект. Здание находится в Москве и было завершено на 60%. Стройка остановилась на момент внутренних работ. На территории офтальмологической клиники также располагалось бомбоубежище. Здание постоянно охранялось, но незначительно, поэтому и сюда тоже добрались любители порисовать. В 2013 году, так как несущие конструкции были завершены и экспертные работы дали хорошие оценки, здание было решено восстановить. В 2015 году начались работы по переоборудованию здания в гостиничный комплекс. Ну а сейчас тут находится действующий многофункциональный аппарат-отель, который был переоборудован и частично надстроен над старыми конструкциями. Недостроенный госпиталь ВВС. Довольно-таки огромная территория с периметром около 5 километров. Объект находится рядом с военным секретным поселком Заря. По задумке, госпиталь был предназначен для первых военных лиц, а также для участников боевых действий. Также тут должны были проходить лечение люди, имеющие секретность. Помимо главного корпуса, на территории много других зданий. По некоторым данным, в якобы административных зданиях должны были базироваться секретные военные подразделения, а госпиталь являлся бы прикрытием. А в 1987 году в так называемый ящик «Заря» была проведена ветка метро-2 от станции Новогиреево. Идет продолжение ветки в виде более малого туннеля для электропоездов шахтного типа. Однако в 2007 году шахтный ствол, по некоторой информации, специально затопили. Но вся эта информация не проверена. Общая завершенность госпиталя составляет порядка 50%. Здание выполнено из бетонных каркасов и облицовано хорошим кирпичом. Территорию госпиталя до сих пор охраняют военные, поэтому здание имеет свой первоначальный вид.
Недостроенная Каширская больница, а точнее недостроенный корпус научного центра психического здоровья РАМН. Задумка заключалась в постройке большого стационара для психически нездоровых пациентов, возможно детей. По легендам, тут должны были бы проходить опыты и исследования для дальнейшего продвижения науки и медицины в этой области. Многие даже утверждают, что здание должно было быть замкнутым кольцом, чтобы в случае бунта разъяренные психопаты бегали бы по кругу и не могли бы выбраться из стен данного заведения. Ну и легенды. Однако здание действительно должно было быть замкнутым. В 1977 году разработан первый план здания архитекторами Зиновьевым, Лурье и другими. Однако к началу строительных работ в 1981 году проект пересмотрели и решили сделать здание в виде подковы, которое бы имело 13 секций и 6 этажей, а крайние секции по 3 этажа. Но в ходе перестройки объект полностью бросили уже в 1989 году. Завершенность объекта составляла около 35%. Был полностью выполнен каркас, местами была сделана внешняя облицовка здания. На данный момент власти даже не знают, что делать с этим объектом, так как он пристроен к действующей части института. Даже был случай, когда особо интересные личности проломили перекрытие между заброшенным и действующим корпусом. Недостроенный инфекционный корпус Кремлевской больницы. Из всех объектов нашего топа являлось самым достроенным объектом. Здание было завершено на 90%. Были вставлены окна, проведены коммуникации, установлены санузлы, отопительная система, подведено электричество и выведена проводка. Практически во всем здании был сделан косметический ремонт, кроме северного корпуса, в котором едва успели установить лифты и окна. На финальном этапе стройку законсервировали. Однако предприимчивые строители спилили некоторые коммуникации и вывезли лифтовые установки. Здание было полностью закрыто и охранялось. Однако вандалы и любители экстрима пробрались и сюда. Но в силу охраняемости здания было не сильно разрушено. Были лишь вынесены двери и побиты некоторые окна. Здание представляет собой прямоугольную трехэтажную замкнутую постройку с внутренним двором. Посреди двора, между двумя частями здания, проходил надземный переход для более быстрого сообщения между корпусами. А в центральной части здания была надстройка в виде двух еще дополнительных этажей, в которых должны были находиться секретные биолаборатории. По байкам от местных старожилов, место возведения этого больничного комплекса выбрано не случайно. Вся Кремлевская больница находится в глубинке парка-заповедника Лосиный остров. И именно в этом корпусе должны были проходить опыты новейших противовирусных вакцин, которые могли бы лечить человека, а может даже и губить. Специально для этого рядом с больницей было построено укрытие, которое выполняло бы роль морга. Однако ходили легенды, что под больницей проходят секретные туннели, вход в которые есть в самой больнице, а также разбросаны по всему заповеднику, некоторые из которых еще можно было увидеть в нулевые года. Однако в них никто не спускался, и проверить, так ли было это, невозможно, и все это рассматривается на уровне обычных легенд. Но входы действительно были. Существуют даже слухи, что склад Минобороны – это лишь прикрытие очередной ветки метро 2. Данная ветка должна была пройти через Кремлевскую центральную клиническую больницу ЦКБ при управлении делами президента, а далее соединиться с построенной веткой «Заря»,
что ведет к заброшенному госпиталю ВВС. Наверное, не зря это было все задумано, однако это все на уровне слухов и Википедии. Также существует легенда об умершем человеке в стенах этого здания, призрак которого сопровождает одиноких сталкеров на объекте. Многие очевидцы утверждают, что даже видели белые блики в стенах этого здания, возможно, от страха. А кто-то даже утверждал о бешеном поведении лосей в этих местах. Но в 2014 году корпус больницы решено было достроить. Специалистами было сделано заключение, что здание пригодно для восстановления. Была сделана смена облицовки и переделка внутренних перекрытий. На данный момент здание полностью функционирует и является частью действующей больницы. По-настоящему впечатляющий недострой советского времени. Госпиталь КГБ, в народе ГОС. Стройка этого гиганта, как и всех остальных больниц, началась в 1981 году в городе Железнодорожный. Госпиталь был рассчитан на важных людей страны Советов, а также на участников боевых действий, военных и обычных смертных граждан. Общая вместимость госпиталя составляла 3000 человек. Пожалуй, это была бы самая большая больница в России. Если я не прав, исправляйте. Объект строился медленно и в строжайшей секретности. Для возведения конструкции было сведено несколько частей стройбата, для которых были построены бараки. По периметру были расставлены дозорные вышки и прожекторы. Для госпиталя была выкопана отдельная система водоснабжения. Также были построены 2 огромных склада для медикаментов, продуктов и прочих вещей. А бараки должны были бы служить в итоге поликлиникой, а во внутреннем дворе располагалось бы бомбоубежище или морг. Ходили легенды, что к госпиталю КГБ хотели построить ветку метро-2. Была начата проходка ответвления от уже существующей ветки метро-2 Москва-Заря. Но никаких доказательств этому нету. Хотя неподалеку в лесу есть огороженная территория метростроя. Интересно, не правда ли? Но после перестройки у ФСБ уже были другие проблемы. И стройку просто бросили. Но солдатов не торопились убирать. Госпиталь охранялся до середины 90-х годов. А затем был выкуплен клиникой Федорова. Но и это не помогло. Завершенность каркасных конструкций здания составляла 40%, а общая завершенность здания меньше 20%. Здание в итоге должно было замкнуться и представляло бы собой 5 корпусов, соединенных между собой двухэтажными переходами. Очевидцы, видевшие документы на объект, утверждают, что в здании должна была произвестись закупка импортной медицинской аппаратуры, которая очень бы ценилась и сейчас. На весь период жизни объекта его пытались охранять, но это не приносило плодов. Школьники и любители экстрима лезли со всех сторон. Отсюда и большая смертность на заброшенной стройке, возможно даже сравнимая с ХЗБ. Однако легенд, связанных с этим местом, меньше, чем у ХЗБ. Но объект был очень атмосферным и притягивал множество туристов. Здесь можно было окунуться в атмосферу 90-х, где ребятня после школы жгет костры, а более взрослые пацаны проводят время с девчонками. Но осенью 2017 года окончательно приговорили к сносу. И к весне 2018 года главное здание ГОСа и складов были полностью снесены в течение 7 месяцев. Но и куда же без всеми любимой и нелюбимой Ховринской больницы?
пожалуй, самая знаменитая заброшка в России. Обычный долгострой на окраине Москвы в районе Ховрина своей брутальной внешностью притягивал толпы людей на протяжении нескольких десятков лет. Очень огромное количество легенд из 90-х, а также чуть более десятка смертей сделали это место притягательным. Многие даже утверждают, что больница – это секретные разработки ФСБ. Якобы под самой ХЗБ хотели сделать секретную лабораторию, но на деле ХЗБ – это обычная городская многопрофильная больница и не являлась секретной в отличие от своих двух предшественников. Здание представляло из себя 6 крыльев, сходящихся в центре. В них располагались бы палаты и отделения. Между крыльями были частично построены 3 двухэтажных перехода. В первом бы располагалось отделение скорой помощи, которое могло бы в штатном режиме обслуживать сразу 4 кареты скорой помощи. Второй переход – главный вестибюль, зал ожидания и столовая. Третий переход – процедурное отделение. Рядом же было построено здание морга, которое выполнено в виде 4 квадратов. Общая завершенность здания составляла порядка 50-60% и было рассчитано на 1300 пациентов. Было не завершено строительство перехода со стороны парка, процедурного отделения, главного вестибюля и частично отделения скорой помощи. На момент завершения стройки в здании были окна, ванны, раковины и туалеты. Здание пытались законсервировать, однако массовый грабеж со стороны местных ребят привел больницу в ужасное состояние. Здание пытались восстановить несколько раз, вплоть до 2005 года, но оценки сохранности после нашествия вандалов были низкими – 46%. В итоге больницу приговорили к сносу, и в декабре 2018 года здание было полностью снесено за 1 месяц. Однако, несмотря на плачевный вид здания, Ховринка все же подлежала восстановлению, но достаточно дорогостоящему. Если вспоминать, сколько ее пытались снести, то восстановление здания вряд ли стоит рассматривать в качестве выхода из ситуации. Поэтому было принято выгодное решение о постройке нового ЖК на территории Ховринки. Москва и область были не единственными участниками этого проекта. Стройки медицинских учреждений шли по всему СССР с 81 по 91 года. Не забывайте ставить свои мистические лайки, подписываться на канал и рассказывать друзьям. До новых встреч!